Здравствуйте! В этом видео рассмотрим создание и использование внешних ссылок в программе SolidWorks. Внешняя ссылка создается, когда геометрия одного компонента сборки или тела в многотельной детали зависит от геометрии другого компонента или тела. Внешние ссылки – это мощный инструмент проектирования сверху вниз, но они требуют осторожности в применении. Например, большое количество ссылок замедляет пересчет модели, особенно больших сборок. И также программа может потерять ссылку, если вы переименуете или переместите исходный файл. Чтобы создать контекстный элемент, содержащий ссылки на геометрию другого компонента, нужно в сборке выбрать компонент и запустить редактирование детали. В запущенном режиме редактирования в контексте сборки другие компоненты становятся прозрачными, а редактируемый компонент сохраняет внешний вид и выделяется в дереве синим цветом. Далее запускаем нужный инструмент. Например, вытянутый вырез. Указываем грань редактируемого компонента. Затем нажимаем смещение объектов, задаем расстояние смещения и выбираем кромку отверстия прозрачного компонента и нажимаем правую кнопку мыши. Затем нажимаем преобразование объектов, выбираем две кромки других отверстий и нажимаем правую кнопку мыши. В результате кромки второго компонента спроецированы в эскиз редактируемой детали. При этом эскиз полностью определен, потому что его геометрия зависит от определенной геометрии второго компонента. Нажмем ОК и переходим к вырезу. Продлеваем вырез через вторую прокладку и корпус. Далее нажмем ОК и завершим редактирование детали. В результате отверстия были созданы только в одной детали. То есть был создан элемент в контексте сборки, и этот контекстный элемент теперь имеет внешнюю ссылку на другой компонент и полностью зависит от него. При изменении геометрии в исходном компоненте связанный контекстный элемент также соответствующим образом изменится. Например, изменим расстояние между отверстиями и их диаметр. Далее обновим модель, нажав Ctrl-Q. Отверстия сместились не только в корпусе, но и в прокладке. Допустим, мы просто открыли эту незнакомую модель сборки. Можно легко определить наличие внешних ссылок у одного из компонентов сборки. В дереве у первой прокладки после имени появился значок в виде стрелки. И если раскрыть компонент, то стрелка появилась также у элемента с внешней ссылкой и у самого эскиза, геометрия которого привязана к внешней геометрии. Допустим, мы открыли незнакомую модель детали. Здесь признаки внешних ссылок точно такие же. Стрелки появились после названия компонента, а также после названия элемента и эскиза. Попробуем отредактировать эскиз с внешней ссылкой. Если изменить смещение мы можем, то, например, расстояния между отверстиями уже нет. Редактировать нужно геометрию компонента, на который ссылается этот эскиз. Закроем эскиз и вернемся в сборку. Хорошо, мы определили, какой компонент и какая операция содержит внешнюю ссылку. Далее есть несколько способов вызвать окно управления ссылками. В сборке для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на имя сборки и выбрать «Отобразить держатели для обновления». Держатели появятся в нижней части дерева. Если выбрать держатель, то будет подсвечен компонент в дереве и соответствующий эскиз в графической области. Если нажать правой кнопкой мыши на держатель, то можно вызвать окно управления внешними ссылками. Чтобы скрыть все держатели, снова нажимаем на верхнюю сборку и выбираем «Скрыть держатели для обновления». Держатели будут скрыты. В зависимости от того, внешние ссылки какого объекта мы хотим изменить, нужно нажать на сам компонент и выбрать внешние ссылки, или на операцию и выбрать внешние ссылки, или выбрать эскиз, нажать «Внешние ссылки». Также поступаем и в детали. Если мы хотим увидеть внешние ссылки одной операции или эскиза, то выбираем нужную операцию или эскиз и нажимаем «Внешние ссылки». А если мы хотим увидеть все внешние ссылки детали, то выбираем «Деталь» и нажимаем «Внешние ссылки». Открывается диалоговое окно «Внешние ссылки». В зависимости от выбранного объекта в этом окне представлен список всех компонентов сборки или элементов детали, содержащих внешние ссылки. В первой строке указан полный путь и имя сборки, в которой была создана ссылка. Во второй строке может отображаться список конфигураций компонента, на который указывает ссылка. Далее можно выбрать два вида отображения – вложенный вид или плоский вид. Для детали это не важно. Откроем это окно в сборке. Вложенный вид представляет собой иерархический список всех компонентов и элементов, и отдельные узлы можно свернуть
или развернуть. А плоский вид – это просто список всех объектов с внешними ссылками без иерархии. Также только в сборке активен параметр «Изолировать». Он полезен в большой сборке. Можно выбрать одну или несколько строк в списке внешних ссылок, нажать «Изолировать», и в графической области останутся только связанные с этой строкой объекты. Далее нужно закрыть панель «Изолировать». Если ссылок в списке очень много, то их можно отфильтровать, то есть оставить только ссылки с определенным статусом – в контексте и не в контексте, заблокированный, подвешенный или разорванный. В списке ниже указано имя каждого объекта, содержащего внешнюю ссылку, и его статус. В ссылаемом элементе указан элемент, например, кромка, на которой есть ссылка, и содержащий его компонент, например, корпус. А столбец «Тип» содержит описание элемента, созданного с помощью ссылки, например, смещенная кромка. Статус в контексте означает, что элемент решен и обновлен, то есть нет никаких проблем. Статус вне контекста означает, что элемент не решен и не обновлен, так как путь обновления недоступен. Статус подвешенный означает, что исходный объект, на который есть ссылка, был изменен, причем таким образом, что ссылка на него неверна. Например, была удалена кромка, к которой привязано отверстие. Статусы разорванный и заблокированный появляются при использовании кнопок «Заблокировать» и «Разорвать». Кнопка «Заблокировать все» блокирует внешние ссылки на все элементы в списке, а если выбрать один или несколько элементов, то блокирует только выбранные элементы. Например, выбираем первую операцию выреза и блокируем. У элемента меняется статус на «Заблокирован». При этом в дереве изменяется значок внешних ссылок на стрелку со звездочкой. Теперь, если изменить эскиз в первом компоненте и обновить модель, то заблокированные ссылки не обновляются и прокладка не меняется. Созданную блокировку ссылок можно отменить. Открываем внешние ссылки и нажимаем кнопку «Разблокировать все». Статус у элементов изменился. Закроем окно. Как видим, при открытой сборке элемент с внешней ссылкой обновляется автоматически при внесении изменений. Но если закрыть сборку и внести изменения в корпус, например, уменьшить диаметр отверстий, то просто обновить прокладку не получится. Статус внешних ссылок у нее вне контекста. При этом достаточно открыть сборку, и прокладка обновится. Откроем окно «Внешние ссылки». Операция «Разорвать» разрывает внешние ссылки на все или выбранные элементы. Ничего не выбираем и нажимаем «Разорвать все». Статус всех объектов меняется на «Разорванный». При этом стала доступна кнопка «Отменить ввод». Нажмем на нее. Пока не закрыто это окно, операцию «Разорвать» еще можно отменить этой кнопкой. А кнопка «Повторить ввод» возвращает разрыв. Если закрыть окно, то разорванные внешние ссылки уже не могут быть восстановлены. Эта операция необратима. Закроем окно, и теперь все связи прокладки с корпусом разорваны. В значок внешние ссылки добавился крестик. Теперь можно только открыть деталь, отредактировать эскиз и заменить разорванные взаимосвязи эскиза новыми взаимосвязями, которые не ссылаются на сборку. Для следующего примера откроем новую деталь и создадим ее зеркальное отражение. При этом тоже создается внешняя ссылка. И как видим в дереве зеркальной детали нет операции построения. Чтобы изменить зеркальное отражение, нужно открыть исходный файл и изменить геометрию в нем. Чтобы разорвать связь с исходным файлом, нужно открыть внешние ссылки и нажать на кнопку «Разорвать все». Но при этом, если параметр «Включить исходные элементы» не активен, то производная деталь создается в качестве отдельного твердого тела, без редактируемых элементов в дереве. Если же перед разрывом ссылок включить этот параметр, а затем нажать «Разорвать все», то элементы из исходной детали добавляются в производную деталь, и теперь эти элементы можно изменить независимо от элементов в исходной детали. Последний параметр в окне – это заменить нарушенные взаимосвязи эскиза на фиксированные. При разрыве связей с исходной деталью все потерянные взаимосвязи заменяются на фиксированные. То есть программа в момент разрыва смотрит, где физически находятся линии эскиза, удаляет внешнюю связь и заменяет ее взаимосвязью фиксация. И эскиз остается без изменений, полностью определенным.
И в заключение рассмотрим случай, когда нужно создавать элементы в контексте сборки, но дополнительные внешние ссылки создавать не требуется. Выбираем компонент и запускаем редактирование детали. И прежде чем создать новый элемент, включаем параметр «Не создавать внешние ссылки». Далее нажимаем «Вытянутый вырез», указываем грань, затем нажимаем «Преобразование объектов», выбираем кромки отверстий и нажимаем правую кнопку мыши. Появляется предупреждение, что внешняя ссылка не будет создана. Нажимаем «Ок». Еще раз «Ок». Создаем вырез и закрываем редактирование детали. Отверстия в прокладке созданы. Но если открыть деталь, а затем отредактировать эскиз, то мы видим, что эскиз создан неопределенным. Это бывает удобно, так как расположение отверстий точно задано, но можно добавить размеры, не зависящие от внешних деталей. И нет нужды сначала создавать внешние ссылки, а потом разрывать их. Разрешать или не разрешать создание внешних ссылок также можно через параметры, настройки пользователя, внешние ссылки. И далее включаем или отключаем параметр «Разрешить создание внешних ссылок для модели». Надеюсь, видео было полезным. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго.